Моя стратегия заставить их атаковать. Кто-то идет. Остальные прикройте огнем. Попробуй другой метод. Черт! Теперь я все понял! Хо Юйхао и Тан Утун находились высоко в небе и наблюдали за двумя элитными легионами Империи Солнца и Луны. После приземления солдаты выстроились в плотную формацию и объединили силы, создав мощный защитный барьер. Тан Утун спросила, станет ли такой строй прочнее, но Хо Юйхао объяснил, что его пушка разложения все равно могла пробить этот барьер. Из-за большого количества солдат защиту приходилось растягивать на огромную площадь, поэтому со временем она становилась слабее. Хо Юйхао понял, что противник специально заманивал их в ловушку в открытом небе, однако вместо того, чтобы избегать ее, решил принять приманку и полностью изменить ситуацию в свою пользу. Тем временем оба легиона по очереди отдыхали и восстанавливали силы, оставаясь настороже. Ся Сюань-чэнь, командир легиона Злого Глаза Тирана, координировал действия обеих армий, а Сюй-тянь-рань, командир императорского драконьего легиона, вместе с 4 заместителями продолжал медитировать. Хо Юйхао и Тан Утун снова пролетели над ними и заметили, насколько дисциплинированными были солдаты. Они спокойно ждали, надеясь, что противник первым потеряет терпение. Тогда Хо Юйхао решил, что уничтожать оба легиона полностью было бы не самым разумным решением. Императорский драконий легион являлся самой ценной военной силой, находившейся непосредственно под контролем императорской семьи, Империи Солнца и Луны. После того, как дворец превратился в руины, существовала большая вероятность, что почти вся императорская семья уже погибла. Поэтому, если империя все равно должна была перейти в чужие руки, Хо Юйхао предпочел бы, чтобы ее возглавил Сюй Саньши, а не нынешний император или Церковь Святого Духа. Тан Утун лишь отмахнулась от его слов и сказала, что полностью ему доверяла. Тем временем выяснилось, что оба легиона обладали крайне мощным оружием. Легион Злого Тирана в основном использовал высокоэнергетические, сжатые молочные бутылки. Эта технология позволяла хранить внутри огромное количество силы души, примерно столько, сколько имел инженер души 7-го ранга. Благодаря этому даже относительно слабый солдат мог долго сражаться, не истощая собственную силу. Императорский драконий легион обладал еще более страшным секретом. Он хранил крупнейший запас стационарных снарядов духовных пушек 9-го ранга. Об этом тайном резерве не знал даже сам император. Представители императорской семьи поколениями командовали легионом и сохраняли часть боеприпасов для собственного использования. Поэтому Сюй-тянь-рань относился к каждому такому снаряду как к крайнему средству. Вскоре разведчик сообщил, что к ним приближалась огромная армия. Она уже окружала легионы с суши. Ся Сюань-чэнь предположил, что это могли быть долгожданные подкрепления империи Даулин, и решил использовать их появление в своих интересах. Однако из леса показалась совершенно другая армия. Вперед двинулись огромные скелеты с костяным оружием, раздутые зеленые трупы, покрытые отвратительной жидкостью, безголовые воины и гигантские сшитые чудовища. От всей армии исходила ужасающая аура смерти. Никто из инженеров души, включая самого Ся Сюань-чэня, раньше не сталкивался с подобной армией. Они не знали, что вся эта нежить принадлежала духовному полуплану Хо Юйхао. Он управлял этими существами с помощью своей силы некроманта и мог практически бесконечно восполнять их количество. Сюй-тянь-рань пришел в ярость и решил, что за нападением стояла Святая Церковь, с которой империя недавно заключила союз вопреки его желанию. Его заместители придерживались того же мнения и считали, что враг пытался ослабить их армию изнутри. Поэтому оба командира приказали солдатам сражаться изо всех сил, чтобы никто не узнал об этом унижении. Началась жестокая битва. Лучи духовных орудий и пушечные снаряды разрывали наступающую нежить. Даже самые сильные чудовища Хо Юйхао не выдерживали сосредоточенного огня и падали одно за другим. Однако вскоре Хо Юйхао заметил удивительную вещь. Каждый раз, когда одно из его существ погибало, его духовное пламя возвращалось через духовные врата обратно в полуплан. После этого можно было создать новое тело. Получалось, что его армия на самом деле не погибала, а постоянно восстанавливалась. Хо Юйхао понял, что мог постепенно измотать 2 легиона практически без потерь со своей стороны. Его духовный полуплан уже накопил огромное количество энергии после предыдущих сражений, поэтому мог поддерживать эту битву очень долго. Но Хо Юйхао все равно не хотел полностью расходовать свою армию, поскольку эти существа могли понадобиться ему в будущем. В какой-то момент он даже подумал о том, чтобы использовать божественную иглу Солнца и Луны, мощнейшее духовное орудие, которое когда-то принадлежало звездному титулованному.
С его нынешней силой Хо Юйхао мог одним ударом закончить битву. Однако это оружие было слишком хорошо известно. Если бы он применил его, Империя Солнца и Луны сразу поняла бы, кто стоял за нападением. Поэтому он решил сохранить его и продолжить сражение с помощью стратегии. Затем личи начали произносить заклинания. Они подняли костяные посохи, и на поле боя распространился густой серый туман. Инженеры души открыли огонь, но туман не исчез. Он осел на костях и трупах, лежавших на земле, после чего погибшие снова поднялись в виде скелетов и низшей нежити. Солдаты пришли в ужас и решили, что этих существ невозможно уничтожить окончательно. Их дисциплина быстро разрушилась, и они начали стрелять без остановки, превращая поле боя в хаос. Ся Сюань-чэнь слишком поздно понял, что его солдаты потеряли контроль. Ему потребовалось около 5 минут, чтобы успокоить их. Хотя физически они почти не пострадали, морально были полностью истощены. Затем один нервный разведчик случайно сообщил, что глубоко в лесу все еще находились бесчисленные существа нежити. Услышав это, несколько солдат не выдержали, нарушили строй и попытались покинуть защитный барьер. Сюй Тяньрань немедленно открыл по ним огонь. Он приказал остальным запомнить: любой, кто попытается покинуть свой пост, будет уничтожен. Чтобы окончательно восстановить дисциплину, он достал один из самых ценных снарядов Императорского Драконьего Легиона – стационарный снаряд духовной пушки 9-го ранга. Он выстрелил практически без прицеливания. Взрыв уничтожил более трети оставшейся армии нежити. Хо Юйхао оказался застигнут врасплох и быстро отвел свои силы из зоны поражения, чтобы избежать дальнейших потерь. После этого легионы решили, что враг отступил. Солдаты начали отдыхать, есть и по очереди спать. Сюй Тяньрань и Ся Сюань-чэнь были уверены, что худшее уже закончилось. Они не понимали, что отступление нежити было именно тем, чего Хо Юйхао и добивался. Начался снегопад. Для севера Даулин холод и снег в это время года были обычным явлением, поэтому никто не обратил внимания на погоду. Тем временем Хо Юйхао незаметно подготовил новую ловушку. Снег постепенно накапливался вокруг защитной формации и превращался в толстую ледяную оболочку. Специальные силы скрывали настоящую температуру снаружи, поэтому солдаты внутри ничего не замечали. Через 4 часа Сюй Тяньрань приказал армии двигаться дальше. Когда общий барьер опустили, чтобы перейти к отдельным формациям, солдаты обнаружили, что снаружи их окружал огромный ледяной купол. Сначала они не придали этому особого значения и пробили в нем отверстие духовными лучами. Внутрь сразу ворвался ледяной воздух. Сюй Тяньрань приказал группам одновременно атаковать лед и полностью разрушить купол. Когда оболочка треснула, все поняли, что оказались в ловушке. Снаружи бушевала метель, а температура упала до неестественно низкого уровня. Холод проникал даже через защиту силы души. В следующий момент весь ледяной купол одновременно разрушился, высвободив накопившееся давление. Несколько ослабленных холодом групп не смогли вовремя восстановить барьеры и замерзли. Из 300 инженеров души 70 не пережили ловушку. Больше всего погибших оказалось в легионе Злого Тирана, который специализировался на скорости, а не на защите. Оставшиеся солдаты поднялись выше, где аномальный холод наконец исчез. После этого они объединили барьер и начали как можно быстрее отступать на запад, забирая раненых. Один тяжелораненый солдат уже не мог продолжать полет. Сюй Тяньрань по военной традиции приблизился к нему, чтобы отметить его жертву и обеспечить его семье положенную помощь. Но в этот момент раненый прижал ладонь к груди. Из нее вырвалась темно-синяя энергия, которая мгновенно пробила личную защиту Сюй Тяньраня и отбросила Ся Сюань-чэня. В возникшей суматохе раненый солдат и разведчик, который ранее его обнаружил, исчезли. Через мгновение Сюй Тяньрань столкнулся с собственным барьером и получил смертельный удар от скрытого противника. Ся Сюань-чэнь бросился ему на помощь, но было уже поздно. Командир Императорского Драконьего Легиона погиб. Затем выяснилось, что раненым солдатам и разведчикам все это время были Хо Юйхао и Тан Утун. Они использовали духовное вмешательство Хо Юйхао, чтобы незаметно проникнуть внутрь барьера. После полного пробуждения его высшего ледяного ядра. Одного удара оказалось достаточно, чтобы убить даже инженера 9-го ранга. Перед уходом Хо Юйхао и Тан Утун забрали самое ценное сокровище Императорского Драконьего Легиона, спрятанное среди личных вещей Сюй Тяньраня. Хо Юйхао объяснил, что война требовала подобных решений. В открытом противостоянии им не хватало военной силы, поэтому против более сильного противника оставалась только стратегия. Раньше он считал свою доброту слабостью, которая мешала ему соперничать с безжалостными врагами. Теперь он понимал,
что мог оставаться самим собой, но ради защиты близких иногда был вынужден принимать решения, на которые раньше не пошел бы. Когда Хо Юйхао и Тан Утун прибыли к руинам императорского дворца, они нашли там оставшуюся часть своей команды. Тогда Хо Юйхао узнал страшную правду. Империя Солнца и Луны нанесла удар в тот момент, когда вся императорская семья Даулин находилась вместе, практически полностью уничтожив ее. В хаосе также выяснилось, что Сюй Саньши имел королевскую кровь по линии матери. Используя древний семейный символ, он уже начал восстанавливать порядок в разрушенной столице. Чиновники потребовали доказательств. Сюй Саньши поднял руку, и его щит начал сиять. Его обычная черная поверхность превратилась в золотую, а на ней появился небольшой змеиный узор. Это был уже необычный щит черной черепахи Сюанью. Он эволюционировал в легендарный щит Сюанью. Вокруг Сюй Саньши появились 8 духовных колец. Чиновники были потрясены, увидев молодого человека чуть старше 20 лет, который уже достиг уровня, к которому многие мастера духа стремились всю жизнь. После этого Сюй Саньши представил Хо Юйхао. Он объяснил, что Хо Юйхао являлся вторым сильнейшим мастером духа Академии Шрек, уступая только легендарному старейшине Сюаню. Кроме того, он был будущим хозяином павильона морского бога и основателем системы пагоды духа, которую империя уже начала изучать. После этих слов пожилой генерал вышел вперед и преклонил колено перед Сюй Саньши. Он заявил, что империи сейчас как никогда требовался сильный правитель. Спасибо за просмотр и всем пока.